Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Польские танцоры Наталья Калишек и Максим Сподарев завершили карьеру. Вот как фигуристы объяснили свое решение. На протяжении многих лет июль был для нас временем возвращения на лед и периодом подготовки к началу следующего сезона. Это было время, когда мы строили планы на следующий сезон и ставили новые танцы. Этот июль приносит перемены, которые будут очень важными в нашей будущей жизни. Спустя 8 лет вместе мы решили, что прошедший олимпийский сезон был нашим последним. Мы оба решили закончить нашу карьеру в танцах на льду. Огромное спасибо всем за вашу поддержку на протяжении многих лет, которая дважды привела нас к Олимпийским играм. Для нас большая честь и счастье, что мы могли представлять нашу страну и наших болельщиков на таких замечательных соревнованиях, написали фигуристы. Фигурист Арсений Федотов исполнил четверной тулуп на тренировке. Спортсмен занимается в группе Этери Тутберидзе. Видео прыжка опубликовано на официальной странице тренерского штаба. В прошлом году Федотов занял 3-е место на юниорском первенстве Москвы. Перед тем, как продолжить по традиции, призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Вадим Шебека, тренер американской фигуристки Мия Каллен, которая в конце июня на турнире в США в своей произвольной программе исполнила 2 четверных тулупа, поделился мнением о выступлении россиянки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. У него спросили, в чем ключевая ошибка Саши, которая не позволила ей стать олимпийской чемпионкой. Это спорный вопрос, любой может тренировать со стороны и иметь мнение, что Трусовой стоило или не стоило пробовать тройной аксель в короткой. Но такого рода суждения – просто догадки, а вот верный ответ есть только у самой фигуристки и ее тренеров. Кроме того, на одну ошибку здесь или там меньше в произвольной программе, она бы победила. Конечно, как говорится, риск – дело благородное, и одна из великих и достойных черт Трусовой – ее смелость и честолюбие. Но нельзя предсказать, когда это точно окупится, а когда приведет к проигрышу, сказал Шебека. Также он оценил талант двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. У него спросили, какую российскую фигуристку он бы мог выделить и почему. Я выделяю Медведеву, нельзя сказать, что она была идеальной или что нынешние российские конкуренты не превосходят ее в различных навыках, но она фигуристка, которая в большей степени, чем кто-либо, положила начало современной эпохи господства России в женском фигурном катании. Это не только ее стабильность в течение длительного периода времени, но и ее страсть к фигурному катанию, ее способность постоянно выражать себя через исключительный артистизм своих выступлений, сказал Шебека. Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская оценила слова тренера о том, что доминирование России в женском катании началось с Медведевой. Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем. Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше, когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры. Сотникова первой стала российской олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях, мы не говорим про командное первенство, на играх в Сочи это был новый вид. Так что можно считать, что Аделина прорубила окно в олимпийские состязания. Сначала выиграла она, потом Алина Загитова. 2 подряд Олимпиады, а потом, конечно, Аня Щербакова. Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступление, у нее уже был пример, к которому надо стремиться, сказала Бутырская. Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе. Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными ее действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему. Не признать этот факт было бы лукавством, отметила Рудковская. Вся та история с переходами девочек от Тутберидзе и обратно случилась, считаю, несколько преждевременно для нашей академии. Поэтому и завершилось таким образом. Сейчас, например, у нас четко разграничены группы, с которыми Евгений работает лично. В одной из этих групп 9 спортсменов прыгают четверные прыжки и тройные аксели, причем научились они этому у нас в команде. Чем хороша система Тутберидзе, у нее собраны лучшие из лучших, которые стекаются в школу со всей страны и ведут между собой непрерывную борьбу за то, чтобы стать номером 1. У нас такого огромного потока нет.
Сейчас на нашей площадке тренируются 98 детей, из которых в лучшем случае пятую часть можно назвать суперталантливыми. Несмотря на это, с каждым ребенком мы обращаемся максимально заботливо, сказала Рудковская. Также Яна высказалась о ситуации с фигуристкой Анастасией Зининой. Ранее спортсменка перешла к Алексею Василевскому после того, как была отчислена из Академии Плющенко. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы, ранее говорил Плющенко о причинах отчисления. Что мы могли сделать с той же Настей Зининой, которая твердила, что будет прыгать, несмотря на травму ноги и все связанные с этим запреты. Вот она и допрыгалась до гораздо более серьезных проблем. А виноват в итоге в этом всегда главный тренер, Евгений Викторович, который, к слову, страшно переживал из-за всей этой истории. Особенно когда узнал, что Настя подкатывалась с тренерами, которых он в свое время выгнал из академии. Одну – за избиение ребенка на льду, другого – за систематическое пьянство. Девочка-то реально замечательная. И родители – прекрасные и интеллигентные люди. Выход только один – установить в академии очень жесткие правила в части спортивной дисциплины и подчинения тренеру. Невозможно, чтобы ребенок управлял процессом, говорит Рудковская. У нее уточнили, а разве Саша Трусова не управляла процессом, тренируясь в академии? Нет, такого не было никогда, ответила Яна Рудковская. Что касается Трусовой, лично мне очень нравится ее характер, и возможно как раз поэтому между нами никогда не возникало никаких проблем. Я очень жалела, на самом деле, что Саша, которая была готова выиграть чемпионат мира в одну калитку со своим звездопадом четверных, взяла только бронзу. Возможно, сыграла свою роль стечение обстоятельств или слишком большое разочарование тем результатом в Стокгольме, не знаю. За те 15 лет, что я нахожусь рядом с Евгением, второй такой спортсменки не встречала. Есть настырные, есть упертые, есть талантливые, но чтобы эти качества сочетались с невероятной способностью пахать на тренировках, это совершенно исключительный вариант. В каких-то вещах она еще ребенок, собаки и все такое. Но при этом она настолько по-взрослому стремится ко всему, что помогает ей расти, что у меня это вызывает только восхищение. Когда я говорю, что для меня Трусова – настоящая олимпийская чемпионка, вкладываю в эту фразу все то, о чем мы сейчас с вами говорим. Когда Саша прыгнула свои 5 четверных в Пекине, но не стала первой, я, помню, повернулась к Жене и сказала, она станет самой популярной фигуристкой в России. Именно за ней наблюдал весь мир, это просто невероятно, что она сделала, сказала Рудковская. Анастасия Зинина прокомментировала информацию о своей травме. Травмы как таковой не было, просто представьте, что вы долго были на отдыхе, а потом приехали и пошли в зал на фитнес, и на следующий день у вас болит все тело, вот прямо все мышцы. Прошло 3 недели, практически все пришло в норму, и к нагрузкам я адаптировалась. Ничего страшного не было, просто это особенность моего организма, рассказала Зинина. А теперь новость, которая застала врасплох поклонников фигурного катания и заставила зависнуть в раздумьях на сутки. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю соберет пресс-конференцию 19 июля. Как сообщают представители спортсмена, в этот день он выступит с важным заявлением. Идет ли речь о завершении карьеры, не уточняется. В минувшем сезоне Ханю занял 4-е место на Олимпиаде в Пекине. В сети поклонники надеются, что спортсмен не станет завершать карьеру. Некоторые поклонники считают, что фигурист может временно приостановить выступление, в любом случае равнодушных к этой новости практически нет. Ведь Юдзуру действительно эпоха в фигурном катании. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!